Начинали, снимая помещение на Джордж-стрит в центре города. В настоящее время он занимает помещение в новом здании у станции Стратфилд. Не осталось уже никого, кто бы помнил довоенные годы клуба. Его первым председателем первые 6 лет был Старшинов. Затем 11 лет руководил клубом Давиденков. Во время войны и в послевоенные годы более 20 лет возглавлял клуб Хохлов. Не так много информации осталось о первых годах деятельности клуба. История клуба – это в первую очередь история людей, которые отдавали немало сил, чтобы клуб был открыт, и здесь проходили мероприятия русской диаспоры. Где-то в конце 50-х годов, когда из Харбина в основном приезжали русские люди, в Харбине они жили русской жизнью, они учились в русских школах, русские заведения, 25 русских храмов было. Это была маленькая Россия, мы жили русской жизнью. Когда мы приехали сюда, мы продолжали, мы вливались в австралийскую жизнь, но мы продолжали жить и соблюдать эти же все традиции. Мы ходили в храмы, которых в Сиднее 12 православных храмов. Мы соблюдали посты, все праздники. Для общественной жизни, конечно, нам нужен был русский клуб. Сейчас здесь находится 2 зала. Есть небольшая библиотека, бар-ресторан и русский магазин. В честь праздника в клубе состоялся праздничный обед. В зале собрались старые друзья и гости. 7 лет назад в правление пришла новая группа людей во главе с Николаем Агишевым. Клуб был основан в 1924 году небольшой группой русских иммигрантов. Клуб сначала существовал в небольшой комнате на Джордж-стрит в Сити. Потом он менял свои местоположения пару раз. Сейчас, где находится русский клуб в этом помещении, это было помещение на этом же участке земли, но это был небольшой двухэтажный дом, свой. И пришло время, когда, собственно говоря, все люди поняли, что нам нужно куда-то расширяться. И были найдены инвесторы, которые пожелали построить здесь большое здание и для клуба выделить вот это место, в котором он сейчас и находится. В клубе сейчас где-то, наверное, примерно около 400 действительных членов. Наши люди, может быть, не очень клубные теперь стали и посещают клуб реже, чем нам бы хотелось. Но, тем не менее, клуб нужен, и здесь любые важные мероприятия устраиваются именно здесь. 80 лет прошло, я думаю, не знаю, трудно загадывать, конечно, что будет в дальнейшем, но на ближайшие годы, я думаю, этот клуб сохранит свое лицо и сохранит ту принадлежность, для которой он, собственно, здесь и существует. И у нас, конечно же, есть и веб-сайт, на котором можно посмотреть то, что здесь происходит. Здесь отмечается ряд праздников, и как, может быть, связанных и с религиозными, скажем, там, предположим, такой, как День Святого Николая в декабре. Новый год – это очень у нас всегда бывает такое обширное, веселое мероприятие. Люди любят очень этот праздник, и всегда собирается много народу. И я думаю, что проводят очень неплохо время. У нас очень даже популярны всякие различные концерты. Очень всегда бывает много народу, которые приходят и получают большое удовольствие. Мы держим двери открытыми в этом клубе для того, чтобы люди пришли и сделали какое-то для себя открытие, какое-то для себя начинание. В русском клубе мы всегда принимали участие, устраивали концерты, было в пользу русского клуба. Или же нанимали зал для школьных концертов. Здесь много русских школ в Сиднее. Я также преподавала пение, это был мой второй предмет. Пение и рояль в русских церковных школах. Много лет, я думаю, лет уже 50, как я преподавала. Но в русском клубе мы всегда выступали, были очень успешные концерты. Так много лет.
прошло с тех пор, как образовался этот русский клуб. Много было сделано теми, которые приехали сюда после войны и, естественно, захотели встречаться где-то, и поэтому основали там, далеко, где-то русский клуб. Русская душа просит единения, просит единства. Отсюда высказывание своих мыслей наравне с другими. А также хочется выслушать чье-то мнение о чем-то. А раньше, тем более, о том, кто как преуспел после прибытия в Австралию. Я в этом клубе уже тоже много лет. И мне радостно сегодня сказать о том, что люди сюда приходят с радостью. Было бы очень приятно видеть здесь молодежь веселую, с улыбками, энергичную. Пожалуйста, молодежь, приходите к нам. Веселите себя и нас также радуйте. В честь праздника за столами собрались многолетние члены клуба и правления. Праздничный обед, традиционные русские блюда и хорошее настроение заполнили залы русского клуба. В честь праздника сегодня русский ресторан «Березка» приготовил традиционное блюдо пельмени, которое любят все. Оно очень пользуется популярностью не только у русских, но и других национальностей.